Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и я ландшафтный архитектор, и преподаю скетчинг, проектирование и всякие такие разные штуки. И сегодня проговорю такие вещи, которые относятся и к рисованию, и к проектированию, и вообще к тому, чтобы создавать быстрое изображение. И моя задача, она в чем заключается? Я беру и создаю быструю импрессию, быстрое впечатление мысли. У вас есть мысль, ее нужно принести на бумагу. И что этому помогает? Что этому помогает? Помогает несколько моментов. И первый момент — это, вообще необходимость. Для архитектора, для ландшафтного архитектора это прям важно. Ты думаешь какой-то проект, ты думаешь, вот я такую штуку могу сделать таким образом. И потом для того, чтобы принести эту идею в голову клиента, тебе нужно что сделать? Нужно или сделать компьютерную модель, потому что это современное общество. И это уже норма подачи проектирования или создать, то есть визуализацию, каким образом увидит клиент компьютерную модель по итоговому рендеру, по итоговой картинке или видео, или очки VR. Я все это делаю. Но для того, чтобы показать идею, показать мысли, та пришла, которая вам в голову вот буквально вот в этот момент, вы можете взять, сейчас, под рукой нету ничего, все там, в сумке. Вы можете брать любой пишущий инструмент и иллюстрировать вашу мысль. Если эта мысль у вас есть, если вы делаете проект, исходя из того, что вы выращиваете его здесь в голове, не делаете его как кусочки, как собранные кусочки из 3D-моделей или собранные кусочки из других проектов. Для того, чтобы иллюстрировать мысль, нужен скетчинг. Скетчинг — это быстрый рисунок, это эскизирование. Вы берете и очень быстрым способом, простым способом накидываете свою идею. Для этого можно использовать карандаш. Можете использовать линер, можете использовать ручку, можете использовать перо, как я. Я практически использую 3 вида. Это линер, иногда плюс маркер. Маркер редко, потому что маркер — это такая стилистика. Он грубый, он рожден быть дешевым, он результат оптимизации. Линер — нормальная штука. Линер сразу же дает графичность, сразу же дает классную графичность, типографичность, книжность. Он дает четкую черную, я использую черную линию, и если вы знаете, каким образом строится ваш рисунок, то можно плюс-минус получать гарантированный хороший результат. Линер — первая штука. Вторая штука — это странная японская ручка Parallel Pen. Parallel Pen — это такая история. Он создан для каллиграфии, но очень хорошо подходит для моей техники скетчинга. Это ручка, которая имеет разную ширину. И можно писать уголком, и получается плюс-минус как линером или что-то среднее, похожее на перо. Или широкой его частью, и получаются такие прям заливки. Заливки по сколько там, кажется, 2 или 3 миллиметра, или 5 миллиметров, или 6 миллиметров. В общем, вот в таком диапазоне. И это работает очень неплохо. Я стараюсь постоянно носить ее с собой. И Parallel Pen, он хорошо работает с чернилами. Чернила, например, я беру водорастворимые какие-нибудь, и можно тогда использовать плюс еще водную кисть. Водную кисть вы используете, и у вас получается связка Parallel Pen и водная кисть. И можно рисовать тонкие штрихи, как, например, вы рисуете линером или почти как пером. И широкие интенсивные пятна туши. И потом размывать радостно это все с помощью аквабраша. Аквабраш — это кисточка, в которой уже налита вода, чистая вода. И вот эта вот кисточка, вы ей размываете вот эту вот всю историю с тем, что вы нарисовали с помощью Parallel Pen, и у вас получается симпатичный размытый рисунок. Это любопытно.
И третья штука, которую я использую, это перо. Почему я использую перо? Потому что оно при прочих равных в одно и то же время, затраченное на рисунок, оно дает мне другой уровень эстетики. Это однозначно. Выразительное богатство пера — это уму непостижимо. То есть передо мной стоит задача такая — оптимизации. Я думаю, например, или я просто беру линер. Я могу купить где угодно, он не требует никаких, затрат по тому, чтобы ее носить. И он дешевый, и с ним все хорошо. Ну, или рисую линером. Я трачу там полчаса своего времени. Окей. И я получаю на выходе один тип экспрессии. Один. Вполне понимаемый, гарантируемый. Довольно простой. Ну, и все завязано на моих технических навыках рисования. То есть я это не перепрыгну. Или я беру, например, параллель-пен, и там совмещается графика и акварельность. Акварельность дает аквабраш. Происходит размытие чернил, и получается такое впечатление гряза, акварель и вот эта вот вся история. Больше богатства по тону, но на мой вкус, ладно, это все там различные истории. И вот японская ручка, она не сказала бы, что что-то мне сильно прибавляет. А когда я беру перо, оно в силу того, что оно создано для того, чтобы делать красивые вещи, в ту эпоху, когда не было всяких, компьютерных украшательств. Оно было создано для того, чтобы и писать, и рисовать. И оно совершенно в этих моментах. И оно вариативно к нажатию. И оно дает супер интересную линию. И оно супер интересно ведет себя в проведении прямых линий и кривых линий, округлых. И в проведении всяких загорючих оно дает богатство линий. Зачем мне это богатство линий? А вот за тем же, что, например, оптимизация, которая происходит на этапе работы с линером, она в том, что вы просто открыли эту ручку и рисуете этой ручкой. Окей. Оптимизация, которая происходит на моменте работы с параллель-пеном и аквабраш, она в том, что вы открыли параллель-пен, нарисовали, потом размыли это все аквабрашем. Прикольно. Как будто бы акварель, но без всей этой большой истории, там, с красками, с водой, там, стаканчиками воды. Кому нравится, тому нравится. У меня проектная графика, мне все равно, я не художник. И история с пером. Мне нужно взять перо, мне нужно взять чернильницу. Две штуки. Чернильницу нужно открыть. Это баночка. И она стоит. Она может упасть, с ней может что-то произойти. Вот. Ее нужно на что-то поставить. И туда нужно это перо макать. Макнул, рисуешь дальше. Выводишь всякие загогулины. Чернила на пере кончились, снова макаешь. Или чернила или тушь кончились, снова макаешь. И вот таким образом идешь. Зачем я это все делаю? Да за тем, что в итоге на выходе я получаю изображение при всех тех же равных затратах, при моем одном и том же уровне. И для пера, и для параллель-пена, и для карандаша, и для маркера. Один и тот же уровень. Только с помощью пера я получаю превосходный результат, потому что этот инструмент был создан для того, чтобы писать и рисовать превосходно. И он вносит в мой процесс рисования, в мою такую, простую устаканенную структуру, дикий уровень своей эстетики. Моя линия становится намного эстетичнее, чем с линером или параллель-пеном или даже карандашом. Хотя карандашом я уже давно не рисовал. Я от него отказался. Почему отказался? Это тоже любопытно. Потому что у меня проектная графика. Я не делаю картины. И у меня была необходимость сделать так, чтобы сразу же было хорошо. То есть я показываю клиенту мою идею, и клиент смотрит, и на эту идею несколько минут, может быть, и сразу же должно быть и все понятно, и эстетически привлекательно. Потому что если я нарисую умно, но не эстетически привлекательно, это будет тот момент, который отгораживает клиента от принятия моей идеи. А мне это зачем?
мне это не нужно. Поэтому я научился рисовать сразу, быстро и классно. Ну, в моей стилистике, да, классно. Вот. И перо супер этому помогает. Это все такие моменты, которые складываются в единую структуру. А, Вот. Ну, перо не везде возьмешь, не везде растопыришь. Но как бы я приезжаю на проект, я отойду куда-нибудь в сторону, у меня там есть 15-20 минут для того, чтобы хорошо проиллюстрировать свою идею. Хорошо проиллюстрировать свою идею. Ну, вы можете сказать, что вы там за 15-20 минут там фигачите модель в скетчапе. Я монстр, работаю в скетчапе, я знаю как бы. А, Но в этом есть миллион вот таких подводных камней, подводных моментов, благодаря которым и из-за которых я очень много времени тратя на 3D-моделирование, в моем концептуальном проектировании ландшафта, архитектуры, вплоть до урбанистики в огромных масштабах, я все равно использую перо. Оно мне дает результат, оно мне дает дичайшую эстетику, оно дает мне имидж. Пум-пум. И оно дает мне вкус, уровень вкуса. Уровень, вот те моменты, которые странно подвергать оптимизации. Как оптимизировать вкус? Ну, вот современное искусство оптимизирует его. Ну, современное искусство это тоже классно и интересно на самом деле. Потому что оно убирает всю декоративную составляющую, оставляют только чистый смысл и игры этого чистого смысла. Вот, чтобы современное искусство понять, нужно понимать вот эту вот концепцию. Это тоже любопытно. Если интересно, я потом тоже это все расскажу. Вот. Это про те инструменты и про то, почему я ими работаю. Надеюсь, вам было интересно и весело. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И внизу там ссылка на плейлисты, как рисовать маркерами, как рисовать линерами, как рисовать параллельпеном. И, конечно, о том, как рисовать пером. Я все это очень люблю и постоянно практикую. И обучаю. И, о господи, скоро выйдет мой курс. Я прям работаю над этим изо всех сил. В общем, вот.